Можно ли пройти сюжетную линию игры через навык «Леденящее копье»? Можно, но это будет слегка сложно и в целом некомфортно. Всем привет! Данный гайд подойдет любителям амазонок, которые хотят на ней поиграть через стихию холода. Основной атакующий великолепный скилл активируется только на 22 уровне и минимум требует 7 уровень камня умений. До этого этапа придется страдать. Унылый отрезок проходил через навык «Смерч». Создаваемые ветерки усиливал навыком «Вихревой удар» и под эту комбинацию выбрал Вестника Пепла. Достигнув 22 уровня, наконец-то активировал навык «Леденящее копье». Но я удивился. Суммарного урона у меня было мало, несмотря на то, что сразу основной навык зарядил под 4 гнезда инкрустаций камней поддержки. А также на персонаже были одеты уникальные предметы и на рынке купил кольца на атаку. На старте игры для прохождения сюжетки все перечисленное должно было давать крутой буст, но мои ожидания были ошибочные. Навык «Леденящее копье» в себе содержит 3 полезных свойства. 2 из них активны всегда, а именно летящее копье пронзает врагов и создает охлажденную землю. А вот 3-е свойство применяется при особых условиях. Именно в нем заключается мощный урон по врагам. Визуально, когда бросаем копье, на земле создается ледяная линия осколков. И если бросок был выполнен при поглощенном заряде ярости, то осколки через некоторое время взрываются, тем самым нанося врагам много урона. Весь билд нужно строить под данное свойство. То есть, в идеале нам нужно постоянно или очень часто генерировать заряды ярости. Если будем играть только через стихию холода, то при заморозке врагов будем получать заряд ярости, и то с определенным интервалом по времени. Поэтому по достижению минимального требуемого уровня сразу активируйте навык духа «Боевое бешенство». Тогда у вас будет эффективная синергия навыков. Добавлю еще важный момент. Когда атаковал врагов навыком «Леденящее копье», то запасы маны улетали с космической скоростью. Была постоянная нехватка маны. На босс-файтах банка МП заканчивалась быстро и приходилось с ними сражаться вплотную через обычную атаку. Данную проблему решил, когда взял во вторую руку скипетр. Поэтому по возможности ищите скипетр на регенерацию маны и прибавку к духу. В первую очередь под навык «Леденящее копье» активируйте Вестника Льда и Боевое бешенство. Это главная синергия для нанесения максимального урона по врагам. Остальные навыки активируйте по возможностям своего запаса духа. Кстати, сейчас во время тестов билда на Т-15 картах я обнаружил отличный навык «Триединство». Он существенно поднимает урон от холода, но чересчур требовательный к затратам духа. Поэтому в поздней стадии игры мне пришлось отказаться от Вестника Пепла. В будущем я постараюсь сделать еще больше запаса духа, чтобы обратно активировать Вестника Пепла. Он хорошо взрывает толпы врагов, и с ним зачистка карт проходит быстрее. Если вы также будете выбирать между Триединством и Вестником Пепла, то выбирайте Триединство. Оно более универсальное, и с данным навыком убивать боссов будет легче. Сейчас я покажу все свои навыки, которые я использовал для прохождения сюжетной линии в игре. You got me lovesick. Now I feel alive. Feel alive. Feel alive. Feel alive. Now I feel alive.
По поводу экипировки. Для прохождения сюжетки рекомендую брать уникальные перчатки «Хватка зимы» и ботинки-зачинщики разрушений. Любой скипетр на регенерацию маны и прибавку к духу. Также для ускорения движения можно взять уникальный шлем «Стальной раж». Постарайтесь обновлять копья как можно чаще. У них смотрите параметры на физический урон и добавочный урон от холода. Ссылку на свой гир оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Восхождение выбрал Амазонку. В дереве пассивных навыков старайтесь брать ноды на увеличение стихийного урона, пробитие у врагов резиста к холоду и увеличение урона при заморозке. После сюжетной линии игры, где-то ближе к 80 уровню, подкачивайте ноды на выживаемость, а именно на увеличение уклонения и отклонения урона. В моем планировщике вы сможете более подробно посмотреть прокачку нодов. Ссылка на планер будет в описании видео. Мой итог таков. Данный билд подойдет фанатам, которые принципиально хотят поиграть на Амазонке через навык «Леденящее копье», и их не пугают начальные трудности развития. Я бы не советовал стартовать на ней в новой лиге. Есть много других билдов для легкого и быстрого старта в игре. Персонаж долго прогрессирует, и только где-то в 4-м акте, ближе к интерлюдии, он может комфортно зачищать врагов. Но некоторых боссов будет убивать все равно долго. Сейчас я тестирую билд в поздней стадии игры. Забегая немного вперед, могу сказать следующее. Т-15 карты под полной активацией свойств и плиток, Храм Хаоса, экспедиции и ритуалы можно успешно пройти. К сожалению, как я говорил ранее, многих боссов убивают долго. Это прям неприятная проблема, которая заставляет страдать. Но мне визуально нравится стихия холода и анимация атак копья. Поэтому я на ней еще буду играть и, возможно, сделаю вторую часть гайда для финальной стадии игры. Благодарю за ваш просмотр, подписывайтесь на канал и группу в Телеграме. Всего хорошего.